Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! И мы вас приветствуем из Зеленоградска, куда мы прилетели сегодня. У нас сегодня 30 апреля. Как летели, смотрите в предыдущем выпуске. Ну а это видео будет посвящено нашему отелю, где мы проживаем в городе Зеленоградск, Royal Lion. Поехали! Наш отельчик Royal Lions. Фонтанчик. Какая красота. Спасибо. Ага, водичка. Идем. У нас номер 421. Это вот куда-то туда по коридору. 4-й этаж. И нам сейчас надо будет направо. Так, что-то нам показали, что у нас другой, оказывается, лифт. Вот так вот это работает. Вот он. Мы заселились. Обзор нашего номера. Где и как бронировали, спускайтесь в описании под это видео. Там все ссылочки оставляем. На сервисе, где мы бронировали, данная категория номера называется как четырехместный. А в самом отеле номер зовется Сьют. При входе у нас шкаф большой. Здесь есть халатики, здесь есть сейф, здесь есть тапочки. С другой стороны вешалки. Вешалки мы посмотрели, очень хорошие, большие, комфортные. Дальше у нас идет ванная комната. Вот такая вот ванная комната. Она вытянутая. Есть, получается, душевая кабина. 2 вида лейки. Здесь у нас шампунь, он же гель для душа. Это кондиционер для волос. Это крем для рук. Здесь жидкое мыло. Салфетки для лица, полотенчики, полотенчики для рук, полотенчики для тела, еще дополнительные полотенчики. Фен. Здесь есть все наборы, которые необходимы. Зубной набор, ватные диски, ватные палочки, мыло кусковое, расческа, все здесь есть. Есть увеличивающееся зеркальце и, конечно же, унитаз. Куда без унитаза? Большое зеркало в пол. Я не знаю, наверное, бывает. Почему номер называется четырехместный? Потому что здесь есть большой диван, который раскладывается, если вас заезжает в один номер больше 2 человек. Большая двухспальная кровать, по 2 подушки на каждого гостя, дополнительное одеяло. Мы его специально попросили, когда бронировали номер, нам его заранее принесли. С каждой стороны, в общем-то, есть по 2 розетки. Здесь в одну розетку, так поняла, воткнут телефон, если я правильно понимаю, но в том числе есть розетка у торшера, тоже можно использовать. С той стороны тоже 2 розетки я вижу, и есть ночники, очень удобно. Розеток, на самом деле, здесь очень много, это очень классно, особенно для таких, как мы, у которых очень много гаджетов. Тоже 2 розетки, большой плазменный телевизор, для ваших чемоданов подставочка. Еще один шкафчик, также здесь в номере. В этом шкафчике мы найдем с вами гладильную доску и вон там вот внизу утюг. Также здесь есть несколько плечиков, чтобы повесить какие-то ваши вещи. Зона мини-бара. Чай, кофе, капсульная кофемашина, это все включено в стоимость. Сам мини-бар в стоимость не включен. По наполнению видите сами, достаточно очень неплохо наполненный. Стоимость по мини-бару вот здесь вот. Сейчас отдельно вам ее покажу. Когда мы бронировали номеров в отеле, было не так много. Мы, конечно, очень хотели номер с балконом, но номеров с балконом уже не было. Поэтому имеем, что имеем. У нас номер без балкона, но как бонусом у нас боковой вид на море. И это класс. Вот так вот. Нам номер очень-очень нравится. Прям вообще. А еще у нас бонусом в стоимость входит бокал шампанского и чашка кофе. И мы сейчас с вами идем в бар пить. Это цены мини-бара. В общем-то, смотрим по воде. Вода здесь стоит 250 рублей. Фисташки небольшая по 200 рублей. Шоколадка 350, пиво 450, 530. Виски
1400, мартини 1500. Ну, скажем так, вот то мартини, которое здесь стоит, оно в магазине примерно 400 рублей стоит такая баночка. То есть в целом получается в 3 раза здесь ценник выше. Вот. Можно заказать рум-сервис. Работает 24 часа в сутки, в любое время дня и ночи. Заказать себе еду, в номер вам все принесет. Комплиментарные вкусные конфетки и водичка. В коридоре есть выход на балкончик вот такой вот, с видом на внутренний дворик. Это для тех, у кого нет балкона. Ну да. Здесь мы как раз заходили с вами. Вот они, наши напиточки. Твой кофе капучино с сердечком. Мое игристое. И мы с тобой за приезд. Ура! У нас прекрасное, доброе утро. Мы проснулись, улыбнулись, потянулись. Вместе с вами сейчас идем на завтрак в нашем отеле. Проходит в ресторане «Берег моря». Шведская линия, значит, картофель, овощи, 2 вида сосисок и, судя по всему, бекон. Здесь у нас курочка и буженина, омлет, судя по всему, и скрэмбл. Здесь у нас блинчики, панкейки и сырники. Кофейная станция, чай. Приветственный бокал игристого можно себе сделать. Взбитое масло и отварное яйцо. Здесь у нас куриный бульон. Здесь овсяная каша. Рисовая каша. Ой, и даже пшённая каша. Какая прелесть. Это соки, но это не свежевыжатые соки, это обычные соки. Овощная станция, огурец, сыр фета с зеленью, помидор, соусы, соленья, сухой завтрак, молоко, ряженка. Это потом варенье, сгущенное молоко, а здесь сухофрукты, орехи. Фрукты, йогурт, сладкое. А это, оказывается, пирожное. О, это пирожное в виде бананчика, Да. прикольно. И продолжение. Здесь у нас овощная, сырная и мясная нарезка. Есть красная рыбка, а это паштет. Нет, паштет из лосося. Игристое у нас летело у меня господин. Вот такой вот просека. Наш завтрак выглядит вот так. Можно заказать, конечно, еще омлет, яичницу, различные блюда из яиц. Да, но не захотелось. А свежевыжатый сок мы заказали. И с потрясающим видом на море проходит наш завтрак. У ресторана 2 зала. Темный и светлый. Вот темная часть здесь. Камин. Здесь есть шкафы с сырными головками и с мясом. Вот так вот выглядит. Второй зал. Это тоже очень симпатично. Можно сидеть с видом на Балтику. Также здесь есть кофемашина. И небольшая раздача продолжение раздачи. Вот так вот все это выглядит. Ну и светлый зал, где основная раздача в белых оттенках. Мы вернулись в номер после завтрака. И, как обычно, хотели бы сделать небольшое такое резюме. Первое впечатление по первой ночи в отеле и по завтраку. Наш любимый вещатель Элеонора Анатольевна, вам слово. Леонора Анатольевна вещает. Ну, что я хочу сказать. Завтрак мне понравился. Для такой цены отеля завтрак себя оправдал в полной мере. Я считаю, что все было очень-очень вкусно. Достойно. Да, достойно приготовлено. Да, может быть, раздача покажется кому-то небольшой. Но главное не величина раздачи и ширина, а главное то, какие продукты там предоставлены и как Качество. это приготовлено. Вот. Нам все понравилось. Кофе потрясающий.
Рыбка потрясающая. Шампанское. Каша пшённая. Мы, честно скажем, очень А- часто, ну, скажем так, делаем оценку по еде еще по тому, как сделана каша. Вроде бы, что такое приготовить кашу? Ну, то же самое пшённую кашу не во всех отелях умеют готовить. Иногда она есть, но ты ее есть не будешь, потому что она горчит. Но иногда вообще в некоторых отелях, кстати, здесь, в Зеленоградске, кашу вообще есть не будешь. Мы знаем такие отели. Вот. А в этом плане, ну, не только по каше, но скажем так, каша таким одним вердиктом будет. Вся еда приготовлена с душой, приготовлена правильно и хорошо. А здесь много отдыхающих, кто отдыхает с детками, и, в общем-то, можно по деткам судить, что здесь все приготовлено очень качественно и достойно, потому что детки уплетали все просто за обе щеки. За ушами трещал. По поводу нашего номера, первого впечатления первой ночи. Как спалось? У меня вообще первое впечатление от номера вау, потому что мы начитались отзывов, и как-то, в общем-то... Есть некоторые отзывы такие своеобразные. И со страхом, скажем так, открывали дверь нашего номера. Номер мне очень понравился. Здесь очень много воздуха. Он такой светлый, просторный. По поводу спалось. Кровати офигенные. Угу. Просто огромная большая кровать, где мы друг другу не мешали. Нам предоставили второе одеяло. Подушки очень-очень мягонькие. В общем-то, они не такие высокие, вот, но они удобные. Потому что я, например, вообще человек, и для меня очень подушка является прям таким вот атрибутом. То есть, если мне будет некомфортно, у меня потом на утро будет и шея болеть, и голова болеть. В этом плане здесь было комфортно. Еще что я здесь оценила, это шумоизоляция. Да. Шумоизоляция потрясающая, потому что вот у нас окна в пол, и, казалось бы, мог бы шум с улицы проходить. Да и от моря здесь, даже не слышно его. А здесь подъезд к другому отелю, мы вообще ничего не слышали. Двери здесь в номер очень тяжелые, тоже шумоизоляция потрясающая. Вот это для многих является очень большим показателем. Да. В целом, первое впечатление у нас очень-очень положительное. Посмотрим, как пройдут наши другие 3 ночи. У нас же еще 3 ночи, по-моему. Ну, в общем, у нас еще много Не ночей. суть. Вот. Надеюсь, что оно не поменяется и останется таким же положительным. Ну, в общем-то, мы сейчас дальше пойдем гулять уже по Зеленоградску. У нас сегодня большие планы, но это вы увидите в другом видео. да, так что увидимся с вами в следующем включении по отелю в этом видео. У нас утро второго дня, и сегодня 2 мая. Снова мы пришли на завтрак в наш отель, и сегодня мы так занимаем смена поваров и смена обслуживающих завтрак иная. Вроде бы все позиции то же самое, но возьмем, скажем так, по игристам, которые предложены. Вчера была одна категория шампанское. Я посмотрела по интернету, бутылочка стоит, если вот так напрямую заказывать, 1800 рублей. Сегодня более дешевая партия. Бутылка стоит уже 700 рублей в интернете. Сейчас попробуем по позиции еды и сможем сказать, при каком составе поваров и обслуживающего персонала еда вкуснее. Вот такой вот у наш выбор еды. Мы заказали также дополнительно еще омлетика. Сейчас нам должны его принести. Вот. Но в целом позиции неплохие и наесться есть чем. Отличие. Сегодня свежевыжатый сок, уже стоимость включена. Вот. Сегодня нам принесли, потому что вчера мы попросили свежевыжатый сок. Это нам принесли меньше в разы. Его было налито в бокал, и он стоил 400 рублей. Сегодня свежевыжатый сок уже включен в стоимость, но поменяли шампанское. Вчера было итальянское, сегодня уже российское. Вот такие вот изменения. Вернулись сегодня после прогулки. Ездили мы сегодня в Янтарный. Это было в отдельном выпуске. Вернулись к себе в отель. Решили, что поужинаем сегодня здесь. Заодно покажем, как здесь готовят, какое меню. Если не только завтраки, но и какое-то другое питание. Потому что здесь есть свой собственный ресторан, в который, в общем-то, можно всегда зайти с улицы и что-то себе заказать, поесть либо выпить. Так, меню.
Нам принесли, долго несли, но наконец-таки мы его получили. Хотя очень почему долго несли меню. Но надеюсь, что есть готовят вкусно. И задержка меню не сыграет большой печали. Еще карта бара. Мини-бутылочки. Это открытие ресторана наверху. Это борщ. Какая красивая подача. Здесь тебе и лучочек, и чесночочек, и бекончик, и сметанка, и хлебушек. Прям кайф. А у меня с трюфелем крем-суп с грибами. Тоже прям у меня аж аромат потрясающий. Мы взяли попробовать стейк из капусты. Я помню, в каком-то ресторане во время поста мы брали стейк. Он был безумно вкусный. Просто вот на отвал башки. Решили попробовать здесь тоже взять. Так, наша стоимость за сегодняшний ужин. Вышли на 6-й этаж. Здесь как раз вот Sky Bar, который будет работать. Открытие у него буквально вот сейчас в июне. Кстати, очень даже симпатично. С видом, с потрясающим. Прям класс. Мне нравится здесь. Смотри, он и днем будет работать. Здесь и лежаки есть позагорать, и всякие вот такие лежаночки. Прям вообще отлично. И вид потрясающий. Вид вообще огонь. И на завтрак заказали себе еще фреша, глазунку. И будем сейчас есть вот с таким потрясающим видом. Решили доехать до 0-го этажа, чтобы подснять спа и тренажерный зал. В КП получается. Потому что другого варианта я не вижу. Здесь на 0-й этаж. Смотрим. Это спа работает с 8 до 10. Иду в тренажерный зал, потому что в спа пока еще есть люди. Мы договорились, что чуть попозже подойдем, подснимем. А вот так выглядит тренажерный зал. Он не очень большой. Вот, но в целом, смотрите, здесь есть беговая дорожка. Есть, господи, забыла. Те, кто часто ходит в спортзал, подскажите, как называется этот тренажер. Вылетел из головы. Я так поняла, велотренажер тоже есть. В общем-то, есть силовые тренажеры, есть гантели. В целом, для того, чтобы поддержать какую-то форму, неплохо. Есть, я вижу, водичка, есть даже полотенчики. Так что в целом можно прийти и немножко себя, если вы много наели, потренировать. Смотреть спа. Ой, как здесь красиво. Это получается зона отдыха, стоит водичка. Вот там вот я вижу есть джакузи, где можно отдохнуть. Бассейн. Бассейн небольшой. Но, я думаю, поплавать можно. Не вижу глубину. Надо будет смотреть, какая глубина у этого бассейна. Здесь же также есть паровая. Одна паровая и одна сауна. Вот такая вот. Сейчас заглянем сегодня туда. Ой, даже есть лед. Класс. Тут сауна, прозрачное окно. Лед и душевая кабина. Кстати, очень приятный спа. В спа можно раз в день записываться для проживающих в отеле бесплатно. Один раз в день на один номер, 1,5 часа посещения спа. Нужно заранее записаться. Либо на ресепшн, либо в самом спа. Массажи, конечно, за доплату. Но мне прям очень нравится, классно. Здесь же есть переодевалка. Есть небольшая зона отдыха. И есть еще вот такая вот зона, где можно, это для мужчин, оставить свои вещи. Но я думаю, для женского она плюс-минус точно такая же выглядит. Здесь пока никого нет. Вот так вот. Супер. А это косметика, которую можно здесь приобрести. И я так предполагаю, скорее всего, на этой косметике вам могут сделать какие-то процедуры. Стоимость косметики здесь указана. При входе 2 креслица и водичка. Так вот выглядит входная группа, зона спа, и вот туда уже проходите. Наш финальный завтрак в отеле. И ругается недовольная. Ужасно. Ну, потому что
Заказала омлет, принесли скрэмбл. Заказывала фреш, принесли разведенную бурдову. Еще приволокли 2 кофе, которые, причем платные кофе, которые мы не заказывали. Но сегодня официант работает. Вообще вот сегодня последний день, а отель показал себя во всей красе. Ужас. Настало время выселения. Сейчас будем сдавать ключик и лететь обратно домой. Вот, дорогие друзья, мы в аэропорту. Пришло время, как говорится, сделать наше резюме, выводы по отелю, в котором мы проживали. У нас было, получается, 4 ночи, вот, 5 дней. Напомню, отель называется Grand Отель Royal Limes. Новый отель, 5-звездник на набережной в городе Зеленоградск. Давай. Ну что я могу сказать? Начнем пока с хорошего. Номер нам очень понравился, большой, светлый. Даже из номера было, хоть он и без балкона, но если высунуться в окошко, было видно у нас морюшка. Вот. Кровати бесподобные, подушки, одеяло, все хорошо. Чисто. Чисто, да, чисто. Единственное, накосячили они немножечко первый день с уборкой, но потом сделали ему такое с улыбкой замечание, и, в общем-то, потом все... она может. Вот. Потом все они убирали вообще очень хорошо. Еда, завтраки. Завтрак был шикарен только в первый день. Потом у них планка начала резко падать. И, в общем-то, сегодня она упала у них вообще. Не, ну скажем так, мы вам сняли и показали завтрак в первый день полностью. Потом мы, в общем-то, завтраки не снимали, делали какие-то такие небольшие зарисовки. Но просто, когда мы снимаем каждый день завтрак, потом к нам прилетает, что вы снимаете одну еду. И так понятно, что там одним и тем же кормят. А вот не факт. Хотя, с другой стороны, наверное, если мы снимали бы, многие бы и не поняли разницы между завтраками. Вроде бы одно и то же, одно и то же. С одной стороны, да. То есть, вроде как позиции схожи, но качество этих позиций различалось. Скажем так, если в первый день, когда мы пришли на завтрак, там была потрясающий выбор сыров. Элитный, причем сыров. Да, хороших там. И какие-то такие, там и сыр бри, и сыр с плесенью, и такой, и сякой сыр. Вот. Было игристое на завтрак. Ну, как комплементарное по бокалам, конечно, там все брали немножко больше, но оно было хорошее, итальянское, просекко, вкусное, приятное. Во второй день, когда мы пришли, это было 1 января, 1 мая. Логично, что очень многие, наверное, туристы заезжали в отель именно 1 мая, потому что первый выходной, скорее всего, со 2 мая у них был полная посадка в ресторане. И 2 мая мы приходим на завтрак и видим, что игристое изменилось. И многие позиции стали немножко хуже. То есть они как сделали? Если в первый день, когда мы были, мы заказали себе свежевыжатый сок, и он не входил в стоимость проживания, хотя, по идее, 5-звездочный отель, наверное, свежевыжатый сок можно включать в стоимость проживания. Причем все его заказывают. Да. Вот, то со второго дня свежевыжатый сок вдруг в какой-то момент стал включен в стоимость проживания. Правда, разбавленный, но в первый день он очень сильно так был разбавлен. В первый день он был более-менее нормальный. При этом позиция игристого была изменена. Я потом, когда мы ходили с тобой на ужин в ресторан, я посмотрела стоимость, допустим, если за свежевыжатый сок, мы помним, что вы заплатили 400 рублей, то за 100 грамм. Да, бокал игристого у них стоит 800 рублей. Понятное дело, что игристое пьют все, свежевыжатый сок пьют не все, экономия. 400 против 800 рублей, когда заказывают его не все. Ушли некоторые позиции сыров. При всем, как бы, остальные позиции вроде бы те же самые и вроде бы особо не поменялись. В следующий день мы приходим, еще стало нам вообще вот по сырам только 2 вида осталось. Вот, стали блюда очень долго приносить, то есть очень многие то есть приходишь, моменты... а некоторых позиций нет.
Да. Два официанта всего лишь обслуживают такой наплыв за завтраком. Естественно, они ничего не успевают убирать столы, не успевают приносить те блюда, которые закончились. Ну, пополнять их вовремя. Да. И сегодня это был вообще нонсенс, когда ты заказываешь себе, не знаю, там, позицию из яиц одного вида, тебе приносят другого, и говорят, что ну, это же одно и то же. Ну, как бы, я, конечно, понимаю, омлет и скрэмбл, наверное, это одно и то же, но это не одно и то же. Ну, то есть, когда вместо- тебе приносят кофе платный и говорят, что это вы заказали, А ты просил вообще свежевыжатый сок, он уже входит в стоимость, он бесплатно. Ну, как бы вот такие вот нюансы, знаете, делают картину, которая для 5 звезд, ну, неприемлема. Мы не придираемся. Вы прекрасно знаете, мы говорим все по факту. Но некрасиво и неприемлемо. Но в целом отель имеет свои преимущества. И если он немножко подработает вот такие вот косяки, которые по стоимости проживания в этом отеле, ну, неприемлемы вообще, то он будет очень выигрышный. ну, косяки по ресторану. Да, ну и там были другие нюансы, мы их так что озвучивать лучше, ладно, не будем. Шикарнейшее расположение. У него должен открыться потрясающий видовой бар на 6-м этаже. Мы с вами поднимались, его видели, он на самом деле, мне кажется, там виды на закат, вечером посидеть, понаблюдать. Офигенно. Это будет классно. У него шикарный спа. Ну, неплохой, не то, что прям шикарно, но неплохой Очень спа. хороший, очень приятный. Вот. Поэтому, если они немножко выправятся, вот отполируются, я бы так сказала, то в целом отель классный. Будем надеяться, что они все повысят, уровень свой повысят. Ну, по крайней мере, не будут его занижать. Да, Даже да. если они его будут занижать, к сожалению, вряд ли кто-то будет возвращаться. Один раз приедут, посмотрят, да, лучше мы поедем в какой-нибудь другой отель. А сарафанное радио-то оно действует. В общем, ждем посадки на свой рейс, видео из аэропорта, ну и вообще видео по нашему пребыванию в Зеленоградске, Янтарном, Светлогорске и в других городах и наш отдых. Смотрите в других выпусках на нашем канале, в соответствующем плейлисте. Ну а на этом мы с вами попрощаемся, как обычно, пожелаем крепчайшего здоровья. И хорошего настроения, потому что при любых обстоятельствах хорошее настроение мы создаем только себе сами. Это легко, с нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернет.